Всем привет! Сегодня я покажу, как можно с минимальными затратами сделать вашу камеру способной жить по много часов без подзарядки и снизить стоимость батареи в 4 и более раз. Для данной самоделки нам понадобится два прижимных контакта с AliExpress, один разъем 5,5 на 2,5, который можно купить в любом магазине, кусочек провода и печатный корпус, куда мы это все поместим. Первым делом необходимо будет залудить все контакты. Я извлек их из предыдущей неудачной версии, поэтому все уже залужено. Затем проверяем, как разъемы садятся в посадочные места. Разъем питания вставляем так, чтобы нижняя длинная ножка смотрела вниз. Затем устанавливаем пружинный контакт. Максимально утапливаем его внутрь. С обратной стороны будет торчать контакт. Его необходимо будет загнуть так, чтобы он соприкасался с длинной ножкой разъема питания. Это, возможно, будет не так просто, как видите на видео. Данную штуку я использую для своих камер, так как стандартной батареи хватает максимум где-то на час-полтора. И то, как переживать о том, когда же она перестанет работать, мне не очень улыбалось. Поэтому я решил сделать внешний более емкий аккумулятор. Данный корпус является универсальным, и я уже разработал крепление для крепления на планку Picatinny, Keymote цевьё и шлем с велкро, что позволит крепить непосредственно на шлем и запитывать камеру на голове. Также выложу модель для Compass 3D для самостоятельной переделки под собственные нужды. Зарядка осуществляется через тот же разъем. В качестве зарядного устройства можно использовать простую плату зарядки на TP4056, что тоже создаст возможность сделать это устройство более портативным и недорогим. По такому же принципу устанавливаем второй пружинный контакт и загибаем его по желобку. Питание камер с помощью этого устройства осуществляется с помощью переделанного стандартного аккумулятора, из которого извлекается вся внутрянка и припаиваются два провода, красный и черный, за место аккумулятора и выводится наружу. Тем самым подключается к внешнему аккумулятору. Такой способ питания очень распространен в дорогих камерах, где требуется продолжительная съемка по много часов. Используется внешний аккумулятор, а порой даже два и более, для питания всего навесного оборудования и продолжительной работы. Для этого этапа нам понадобится паяльник, хорошо разогретый, немного флюса, я использую LTI 120, и капелька припоя. Необходимо коротким четким движением попасть на длинный контакт и спаять вместе с пружинным контактом. После этого все будет надежно закреплено. Тем самым мы экономим место в корпусе и опускаем разъем максимально вниз, чтобы он нигде не задевал и не цеплялся. Далее мы припаиваем соединительный провод от дальнего пружинного контакта, прокладываем его внутри корпуса по желобам. Эти желоба сделаны так, чтобы провод нигде не выпадал, не протирался. Провод берется без запасов и укладывается практически в натяг. Тем самым он не будет нигде мешать. Создание пустышек на примере аккумуляторной батареи от SG4000 я покажу в другом видео. Также данное устройство можно использовать для любых устройств, питающихся от одной банки литий-ионного аккумулятора. Не обязательно это будет экшн-камера, возможно какой-то диктофон или другие приспособления, которые используются на играх или где-то в быту.
Для того, чтобы продеть провод, возможно, понадобится пинцет, и особенно он понадобится, когда нужно будет придержать провод напротив контакта разъема питания. После того, как все уложили, опять берем паяльник и делаем два контакта, запаиваем. Это один возле второго пружинного контакта. Кстати, эти пружинные контакты мне показались очень интересными. Я их закупил партии по 50 штук. Их меньшими партиями не продают. И у меня есть несколько идей, как их можно еще дополнительно реализовать. Помимо того, что я планирую собрать подобных блоков в районе 5-6 штук, чтобы питать несколько камер. И с возможностью их быстрой замены. Внутри корпуса мы прокладываем также по желобку. Хорошенько утрамбовываем его там, чтобы он нигде не мешал встать аккумулятору. И немножко натягивая, подводим его ко второму контакту разъема питания. И также, разогревая паяльник, быстрым касанием, чтобы не перегреть пластик, припаиваем его. В процессе изготовления я использую кучу стороннего инструмента, но это все из-за того, что у меня просто... Я брал то, что у меня было в данный момент под рукой, и что показалось более оптимальным для этого. Не обязательно иметь точно такой же набор инструментов. Достаточно воспользоваться тем, что у вас есть под рукой, что больше подходит для данной работы. Вот, собственно, и все. Самые сложные этапы работы закончены. Осталось лишь проверить. Вставляем аккумулятор 18650. Обратите внимание, что минусовой контакт мы подключаем к ближнему, к разъему прижимному контакту. Для проверки нам понадобится штекер 5,5 на 2,5, который мы вставляем в разобранном состоянии в разъем, и берем мультиметр. На длинном контакте должен быть минус, на маленьком плюс. И проверяем напряжение на контактах. Я подключил непосредственно к внешнему контакту разъема. Там к нему подключен минус. Мы убедились, что там напряжение не отрицательное, следовательно, мы все подключили верно. Можем вытащить разъем. Далее, по желанию, можно закрыть этот отсек специальной заглушкой. Данная заглушка встает очень плотно и не требует дополнительного проклейки или фиксации. Проблема возникнет, если понадобится снять эту заглушку. Для этого я просверливал в ней отверстие, куда вставлял зонд, и потихонечку в расшатку ее вытаскивал. На данном видео я использую какой-то инструмент, не помню, как он называется, для того, чтобы плотненько ее вставить. После всех операций и проверок можно надеть крышку. Она также крепится на трении и очень плотно садится. Но ее можно посадить руками. Снимается, конечно, только с помощью инструмента. Для демонстрации я припаял разъем на одну из моих камер. Собираем и проверяем, как это все будет работать. Внутри уже оговорюсь, что нет встроенного аккумулятора, и питание происходит полностью с внешнего аккумулятора. Камера включается,
и отключается при отсутствии питания. Также для того, чтобы показать, что это не обман, сейчас я выключаю камеру, отключаю питание и пытаюсь ее снова включить. Она не подаст никаких признаков жизни. Только после подключения внешнего питания она снова заработает. Также я хотел показать, как я делаю крепление на Velcro. Для этого нам понадобится кусочек обратной стороны Velcro с крючками и термоклеевой пистолет. Сначала делаем небольшую полоску, на которой фиксируем изначально наш кусочек Velcro. Сильно прижимаем, чтобы она впиталась в ткань. После этого отгибаем и аккуратно промазываем всю остальную площадь небольшими кусочками. И быстро, пока не остыл клей, прижимаем. Печать с поддержками и нависающие элементы, которые немножко портят текстуру пластика, в данный момент нам сыграют на руку, так как создадут дополнительные точки опоры. Окончательно заклеиваем. На этом этапе смотрим, чтобы не попало ничего лишнего, чтобы потом не мешало открытию данного отсека. После того, как все было проклеено, необходимо удалить выпирающие части. Лучше всего это сделать сначала ножницами, создав первый разрез. Затем острым ножом или скальпелем аккуратно прорезать вдоль. Смотрите, не переборщите с клеем, так как в дальнейшем он будет мешать резать по краям. Так что всего нужно в меру. После того, как все излишки будут удалены, можно будет проверить на нашем шлеме. Прикладываем к нашему шлему и хорошо прижимаем. Тем самым все крючки цепляются за Velcro, и мы получаем надежное соединение, которое не отвалится. Ну и давайте попробуем, как это будет сидеть вместе с нашим аккумулятором. Все хорошо защелкивается, не люфтит и также легко снимается. Я проверял это, как это возможно сделать на голове, и меня все устраивает. Здесь я пытаюсь оторвать. Не самое простое занятие, но при желании можно снять. Всем спасибо за внимание и надеюсь, данная самоделка кому-нибудь пригодится. Помните, разбивайте крупные задачи на более мелкие, методично их выполняйте, и у вас все получится.